На пороге дома Джейк Салливан неожиданно обнаруживает крошечное черное существо. Это черное пятнышко в существенности метели и стужи, слишком маленькое, чтобы принадлежать к домашним животным. Существо едва дышит, тело дрожит от холода, глазки полузакрыты, и кажется, что оно вот-вот исчезнет в белом вихре снегопада. Джейк не задумывается слишком долго, он знает, как быстро живое может погибнуть за стенами его дома, если не помочь прямо сейчас. Он укутывает щенка в теплое одеяло, заносит его к очагу, где дрова потрескивают и от которых идет тепло и запах смолы. Щенок мерно посапывает, подергивает ушами и, наконец, начинает дышать ровнее. Джейк держит щенка ближе к печи, чтобы тепло проникло в каждую клеточку организма. Он отмечает необычный мех, густой, темный и блестящий, с пушистыми порами, которые кажутся толще обычной шерсти. Щенок постепенно приходит в себя. Он пьет теплую воду с молоком, и когда пятна льда на окнах тают под теплом печи, глаза щенка открываются шире, и в них загорается ум. К 3 часам ночи он уже явно идет на поправку, дышит ровнее, перестает дрожать, и кажется, что он начинает понимать, что вокруг него уже не мороз и не страх, а тепло и забота. Утром Джейк отдает щенка под опеку ветеринарной клиники, где ему осматривается доктор Патрисия Милс. Она – опытная ветеринарная специалистка по экзотическим животным и редким случаям. По ее оценке, щенку, который нашелся на пороге зимой, около 2 недель. Он еще слишком молод, чтобы самостоятельно выползать в мир, и требует бережного ухода. Патрисия рекомендует оставить щенка у Джейка под опекой. Он соглашается, понимая, что это может стать началом нового пути для него и для существа, которое уже чувствуется как маленький спутник. Джейк тщательно ведет график кормления, записывает каждое развитие и каждую фазу роста. Новые глаза щенка открываются, он замечает, что у него огромный ум и способность быстро учиться. Ночные кошмары Джейка становятся менее частыми, когда вокруг появляется маленький друг, который требует заботы и внимания. Их связь крепнет. Щенок, которого Джейк называет Тень, становится не просто животным, а существом, которое напоминает человеку о долге к тем, кто слабее. Тень быстро растет, он переходит на твердую пищу, демонстрирует удивительную координацию и ловкость. Уже на этом этапе его интеллект становится очевидным. Он понимает команды и способен к обучению. Связь между Джейком и Тенью крепнет, их доверие выстраивается не на страхе, а на благодарности и взаимной защите. Джейк начинает думать не только о том, как спасти существо, но и как правильно вырастить его в безопасном и этичном ключе. На 7-й неделе Тень демонстрирует охотничьи навыки, убивая кролика. Это становится для Джейка тревожным маркером. В нем заложено не просто умение охотиться, но и нечто большее – примесь волка. В клинике Патрисия предполагает, что в щенке может быть волчья кровь, и задача состоит в том, чтобы понять, как это влияет на его дальнейшее воспитание и на возможность сохранения в рамках закона. Джейк убеждает себя, что это всего лишь сильные охотничьи инстинкты, и продолжает заботиться о Тене. Тень продолжает оставаться ласковым и преданным своим человеческим спутникам. Он успокаивает Джейка в трудные моменты, и соседи начинают замечать необычные черты этого существа. Не просто собаку, а нечто иное. В полнолуние вой тени привлекает внимание местных жителей и вызывает в Джейке сомнения и беспокойство, что это за существо и чем закончится их совместная история. Но пока сомнения растут, тень остается рядом и во многом становится тем сильным началом, которое держит Джейка на плаву. Том Хендерсон, местный охранник природы, замечает, что щенок не похож на обычную собаку. Джейк защищается, говоря, что в нем есть примесь хаски, но сомнения остаются. Вой щенка становится все более тревожным признаком, указывающим на то, что тень не просто домашнее животное, а нечто большее и более опасное для закона. Джейк начинает понимать, что, несмотря на привязанность, ему нужно смотреть правде в глаза.
На улицах снега Джейк находит носитель тени и решает забрать его домой. Тень выбирает сырое мясо и двигается тихо, несмотря на свой внушительный размер. Реакции других собак на него различны. Одни подчиняются, другие боятся. Тень становится заметной фигурой в деревне, и слухи о необычном звере начинают расходиться по долине. К 3 месяцам тень весит 70 фунтов, имеет великолепную черную шерсть и янтарные глаза, которые отражают ум. Его поведение уже далеко от стандартного поведения обычной собаки. Он демонстрирует глубокую сообразительность и неожиданную независимость, что подталкивает Джейка к переосмыслению своих жизненных целей и того, как строить отношения с таким существом. Тень оказывается не только домашним защитником, но и весьма могущественным хищником. Он защищает Джейка от горного льва, демонстрируя мощь и хищные инстинкты. Лев отступает, признавая силу нового товарища. Этот эпизод становится переломным. Триумфальная защита превращает тень в нечто большее, чем просто собаку. В символ силы и верности. Джейк начинает искать информацию о тени в интернете, но результаты пугают его. В сумме все это превращается в дилемму. Он все еще любит тень, но осознает, что его содержание без разрешения может нарушать закон. Однако связь между ними только крепнет, и тень продолжает быть верным спутником. С ростом активности тени владения им без разрешения становится проблемой. Он начинает патрулировать территорию Джейка и охотиться на оленей, что приводит к вмешательству местной полиции и служб охраны. Вскоре слухи о необычной собаке превращаются в давление со стороны властей. Джейк сталкивается с выбором – продолжать держать тень и рисковать законом, или найти путь, чтобы сделать содержание законным. После обсуждений с местными властями, ветеринаром Патрисией Милс, специалистами и представителями охраны природы, Джейк соглашается на условия: регулярные проверки, надежное ограждение, страховку ответственности и отсутствие публичного демонстрирования тени. Тень будет зарегистрирован как терапевтическое животное по специальному разрешению. Это компромисс, который позволяет сохранить связь, но под контролем и в рамках закона. История Джейка и тени распространяется по региону, но Джейк предпочитает не оглашать эту связь широкой публике. В то же время тень продолжает демонстрировать свои дикие корни. Он все еще волк в душе, и Джейк понимает, что задача – направлять его энергию на пользное русло, борьба с перенаселением оленей, защита территорий и поддержка гармонии между человеком и дикой природой. В их доме появляется новый распорядок дня – огражденная территория, которую тень принимает как часть своей охраны и защиты, а не как чужое вторжение. Зимой они проводят ночи у камина, тень охраняет дом и вместе с Джейком слушает ледяной ветер за окнами. Они учатся жить бок о бок, человек и волк, каждый со своими травмами, страхами и мечтами, но с одной общей целью – жить честно и поддерживать друг друга. Наблюдения Патрисии продолжаются. Она фиксирует развитие, проводит анализы, отслеживает эмоциональные состояния и отмечает, как тень умеет считывать настроение Джейка. Патриция замечает редкую глубину связи и удивляется тому, как тень знает Джейка глубже, чем сам он. Первая зима вместе, суровая, но уютная. Джейк и тень нашли новое равновесие. Прогулки на свежем воздухе, ночи у камина, вечерние выезды к тихой реке и возвращение домой к теплу и звону ветра в доме. Джейк боится того, что тень когда-то уйдет, но волк остается рядом, превращая страх в доверие и спокойствие. Джейк задумывается о пути, который они прошли вместе. От случайной находки на крыльце до осознания того, что тень стал ему всем другом, защитником и частью семейной истории. Тень остается верным, а его роль не только охотника, но и компаньона, который поддерживает и учит. Том Хендерсон приводит журналистку Сара Чен, чтобы рассказать историю реабилитации ветеранов и связи с животными.
Джейк соглашается на интервью, но просит сделать акцент не на сам факт существования тени, а на процесс реабилитации и на том, как дружба с дикой природой может помогать людям восстанавливаться после травм. После публикации статьи ветераны по всей стране начинают делиться историями своих животных-компаньонов. Джейк общается с другими ветеранами, делится опытом и тем, как тень помогает ему жить и работать с посттравматическим стрессом. Тень напоминает Джейку о физическом мире и о том, что реальная сила не в том, чтобы подавлять себя, а в том, чтобы найти безопасное применение своей природы. Иногда ночь снова приносит вой, но теперь это не предвестник опасности, а знак того, что они вместе переживают трудности, и разговор между человеком и волком становится более понятным и теплым. Они поют ночной вой вместе, добавляя человеческий голос к древней песне леса. Будущее остается неопределенным, но они знают, что будут встречать его вместе. Тень будет стареть, оставаясь волком, который живет в человеческом мире. Джейк продолжит лечиться и находить в себе те силы, которые помогут им сохранять баланс между человеческим и диким мирами. В лесу дикая стая охотится, а в хижине волк охраняет человека. Связь, созданная бурей и снегами, останется навсегда. Любовь и верность не знают границ. Семья определяется выбором и преданностью. Так начинается и заканчивается эта история, не просто о дикости, не только о страхе, но и о возможности выбрать друг друга и построить общий дом там, где кажется, что две природы должны жить отдельно, между человеком и тем, что когда-то считалось исключительно дикой.